На этот проект мечтали попасть тысячи девушек со всего мира. Участницам предлагали отличный старт в модельной карьере, кучу контрактов и лучших наставников. И, конечно же, я говорю о проекте «Топ-модель по-американски», который был бешено популярен в нулевые и десятые года. И это шоу именно тот случай, когда за красивой картинкой стоит буллинг, унижение и пустые обещания. И сегодня в этом видео мы с вами поговорим о феномене топ-модель по-американски, о его громких скандалах и почему же бывшие участницы проекта называют его сущим кошмаром. Меня зовут Лиза, всем приятного просмотра. Топ-модель по-американски – это телевизионное реалити-шоу, в котором участницы борются за главное звание и получают шанс начать карьеру в модельном бизнесе. Так давайте разберемся, почему же оно стало таким популярным. Начнем с того, что в принципе хорошо снятое реалити-шоу со скандалами, интригами и прохождением испытаний всегда будут интересны зрителю. Во-вторых, бессменной ведущей стала известная модель Тайра Бэнкс, которая отличалась своей внешностью, манерой поведения и стилем в одежде. А также не менее интересными были и жюри шоу – Дженнис Диккенсон, Кимора Ли Симмонс, Найджел Баркер и другие. Ну а чтобы шоу выглядело еще более интересным, в него добавляли роскошь. Это красивые и интересные съемки с шикарными декорациями и образами, поездки в разные места и тому подобное. Ну и куда же без самого главного, это сами участницы шоу. Продюсеры старались подбирать необычных и экстравагантных участниц, которые могли вызвать какую-то интригу, с кем-то поссориться или нагрубить жюри проекта. Все это в совокупности создавало рейтинговое и интересное реалити-шоу, за которым не только следили миллионы людей по всему миру, но и пытались стать частью успешного проекта «Топ-модель по-американски». А сейчас мы с вами поговорим о том, как реалити-шоу рушило карьеру и психику участниц. Победительница 17-го сезона Лиза D'Amato в своих соцсетях поделилась о том, как шоу изменило ее жизнь. Она рассказала, что команда продакшена специально настраивала против нее друзей, которых она завела на шоу. По словам Лизы, прежде чем попасть на проект, все потенциальные конкурсанты проходили психологическое тестирование, чтобы выяснить, смогут ли они справиться со стрессом от постоянных съемок. Однако на шоу попадали и те, кто тестирование не прошел. То есть продюсеры изначально знали, что подвергают девушек стрессу, с которым они не могли справиться. Например, такой была одна из самых известных участниц шоу Элисон Гарвард, которая завалила тест дважды. Другая участница шоу Энджели Престон рассказала Daily Mail, что девушек заставляли сниматься по 16-17 часов в сутки, без перерыва, не давали им воды и еды. Частью съемочного процесса также было то, что продюсеры описывают термином on ice, то есть когда камеры не работали, участникам запрещали разговаривать друг с другом, и они были вынуждены сидеть в мертвой тишине. Также она рассказала, что во время съемок страдала от панических атак, а продюсеры шоу специально не предоставляли ей медицинскую помощь, чтобы все драматические моменты вошли в кадр. Энджели так и не смогла построить модельную карьеру, во многом из-за того, что в шоу ее изобразили как эгоистичную и хабалистую девушку, с которой невозможно работать. О том, что участницы топ-модель по-американски часто были уставшими и голодными, рассказала и Сара Хартшорн, участница 9-го сезона. Также она говорила о том, что часто продюсеры отбирали у них не только телефоны, но и книги в качестве наказания. Например, если при выключенных камерах они слишком много говорили. А теперь давайте рассмотрим самые громкие скандалы на реалити-шоу. Одним из главных провалов шоу считают момент, когда Тайра Бэнкс раскритиковала участницу 6-го сезона Даниэль Эванс за то, что она отказалась избавляться от щербинки между зубами. Тогда будущую победительницу чуть не отправили домой.
В итоге Эванс согласилась частично убрать диастему, потому что, по ее словам, она отчаянно хотела выбраться из бедности, а для этого надо было остаться в шоу. Победительница 7-го сезона Кариди Инглиш получила критическое переохлаждение и чуть ли не лишилась жизни из-за фотосессии в замерзшем бассейне. А в 7-м сезоне во время одной из фотосессий темнокожая участница проекта была вынуждена целоваться с парнем, который позиционировал себя как открытый расист и не скрывал неприязни в личном общении с ней. И все, конечно же, это делалось ради рейтингов шоу. Сама же Тайра Бэнкс, кстати, уже извинилась за свои ошибки, которые она совершала на проекте, и искренне считает их неправильными. Ну что ж, на этом мое видео подошло к концу. Напишите в комментариях, смотрели ли вы топ-модель по-американски и вообще как относитесь к этому шоу. А также не забывайте подписываться на мой канал и ставить кнопку в топ. Всем пока!